Приветствую вас, дорогие друзья! С вами компания Базилика Групп. Я ее руководитель Александр. Мы занимаемся комплексным ремонтом квартир в Бресте. Но сегодня я покажу вам частичный ремонт. Это практичный ремонт санузла в квартире двухкомнатной в панельного дома. Через недельку будет обзор квартиры с очень практичными решениями и интересными. Поэтому смотрим, присаживаемся. Итак, начнем с ванной комнаты. Ванная комната 1,70 на 1,85 м. На мой взгляд, это самый практичный вариант исполнения данного санузла, так как у нас есть самая необходимая: стиральная машина, раковина, ванна, душевая, ниша для средств, полотенцесушитель и пенал. Сюда еще может разместиться какая-либо корзина. И еще достаточно места, чтобы здесь находиться, при том условии, что ванна небольшая. Итак, разберем по запчастям данную ванную комнату. Первый элемент, это самое основное, это ванная сама. Здесь у нас ванная Laufen Pro. Рекомендуем ее, это стальная ванна, 3,5 толщина металла, у нее 3,5 мм толщина металла, она очень плотная. При должной шумоизоляции, еще дополнительно автомобильную наклеиваем на дно, она имеет свойство чугуна, то есть она теплая, бесшумная получается. Очень прочная, и эмаль у нее офигенная, то есть ее тяжело поцарапать, даже наждачкой можно ее царапать. Оставлю ссылочку в описании про эту ванну, как я делал опыт, царапая ее. Очень тяжело поцарапать, поэтому это на данный момент самый практичный вариант, рекомендую. Монтаж ванны производится, так как в данных помещениях у нас помещение 1,73 м, обязательно выравниваем геометрию помещения, наштукатуриваем с обоих сторон по чуть-чуть, так, чтобы у нас ванна ушла под плитку. Как видим, у нас ванна заходит здесь под плитку, аккуратное примыкание, здесь под плитку, аккуратное примыкание и здесь. То есть мы получаем четкие узлы, без каких-либо ниш, каких-либо уголков, и это практично и долговечно. Экран ванной зашит плиткой, облицован. Рекомендую делать таким образом: не выводите плитку за подлицо с ребром, особенно в стальных ваннах, либо акриловых, так как есть небольшие погрешности по бортам. Делаем. Заканчивается скругление и идет экран. Это намного эстетичнее, красивее и не торчат края плитки. По доступу к сифону у нас в тумбочке сделано отверстие в боковине шкафчика, и там уже сделано в экране отверстие сквозное. Никаких лючков туда не ставим, так как при монтаже тумбы вы не сможете его открыть. Поэтому это бессмысленно. Такое решение отличное. Снимаем две тумбы, и у нас полноценный доступ к самому сифону. Если вы обратили внимание, у нас нету излива на ванну. Как же так? Как быть? В данном случае не делали излив. Здесь у нас установлен трехрежимный смеситель встроенный, то есть на 3 режима. На леечку, на тропический душ и на излив. Существуют такие сифоны, которые через перелив идет набор. То есть там установлено у нас излив, и мы набираем ванну через перелив. То есть ничего не торчит. Огонь. У застройщика зачастую полотенцесушитель расположен над ванной. Это непрактично, и так делать нельзя, так как вы будете мыться. На полотенце будет попадать вода, она будет высыхать камнем, и полотенце, соответственно, вы не сможете там посушить что-то. Поэтому переносим его всегда на эту стену боковую. Если у нас не нужен пенал, соответственно, полотенчик лучше перенести к углу и здесь расположить вешалки. В данном случае полотенчик здесь. Здесь у нас расположился полноценный пенал. Крючки предполагаем для сухих полотенец повесить на боковину и для мелких сюда. В этом же углу можно расположить такие ниши, так как с той стороны у нас располагается туалет. У нас идет зашивка как минимум 40 сантиметров. Толщина стены здесь 8 сантиметров плюс толщина плитки. Мы просто прорезаем насквозь данную часть коммуникации. С обратной стороны закладываем там листом фанеры либо гипсокартона и получаем такую нишу в 9 сантиметров, которую достаточно для размещения каких-то средств. И не нужно нам никакие полки вешать. Это очень практично и красиво. Все наружные углы зарезаны под 45 градусов, заделаны эпоксидным составом. Кругленько, красиво
и практично. Полки стеклянные, удобно открутили, сняли, помыли и всегда можно заменить без проблем, стоит копейки. Обратите внимание, что полки не зеленые. Делаем стекло, обычно заказываем из осветленного стекла, есть такое, но чуть дороже. Но, как видим, она у нас серенькая и не выбивается из серой плитки, из зеленой. Поэтому рекомендую делать осветленное стекло в принципе. Зеркало здесь очень интересно сделано. Как видим, у нас подсветка есть контурная. То есть она подразумевает размер и глубину корпуса. А здесь у нас толщины нет. Очень интересное решение, чуть позже разберем. А сейчас самая важная, которая проблема встречается у всех. Так как у нас здесь 1,85 м, монтируем у нас стиральную машинку 60 сантиметров плюс зазоры. И у нас становится ванна, и у нас остается здесь 50 сантиметров, 55. Это не дает разместить полноценную раковину, чтобы сделать максимально низкую столешницу и комфортную. Для этого могут быть такие варианты. В данном случае стиральная машина у нас не закрыта. Установлена столешница 50 сантиметров глубиной. Стиральная машина 45. Здесь и использована раковина Rocca Diverta. Она недорогая, не супер качественная, но единственное, она аккуратная. У нее пологий скат, и она проходит мимо стиральной машины. То есть, как видим, у нас идет скат, и она не касается стиральной машины. За счет этого мы можем наехать на столешницу и на стиральную машину, и при этом получить полноценную раковину. Единственное, что должна быть толщина столешницы в районе 36 мм. Еще может быть вариант с накладной раковиной. Это уже будет для более рослых людей, которым это комфортно, так как часть раковины будет находиться на метре. Устанавливается тонкая столешница 20 мм и раковина накладная до 12 см. Таким методом мы можем втиснуться в метровое пространство. Для раковин рекомендую такой вот клик-клак. Он керамический, продается керамический, немного дороже, чем обычный, в данном случае хромовый. Вот, то есть на нем образуется, особенно в раковине, когда часто моем руки, там, зубы чистим, образуется камень, это неприглядно выглядит. В данном случае он керамический, такого же качества, как раковина. Это просто бомбическое решение, так как у нас офигенно будет это мыться все и выглядит целостно, то есть в закрытом состоянии четко, то есть это крутое решение. Столешница выполнена из дуба, то есть у нас на фанере финской наклеен толстый шпон и покрыта толстым слоем лака. Обязательно лаком, никаким маслом, это быстро придет не гость, обязательно толстый слой плотного лака. Я всегда топлю за открытые машинки, это удобно, у нас доступ к лотку, доступ ко всей стиральной машине и не сильно это страшно смотрится. Как бы все пытаются закрыть машинки, лоток у нас не используется, но это не страшно, можно из барабана специально использовать колбы для стирки, но тем не менее использовать открытый практичнее и в эксплуатации это очень хорошо. На стене у нас рельефная плитка под микродосочки, здесь она 30 на 90. Очень классная плитка, оставлю все описания и наименования и стоимость данного санузла, распишу в описании, поэтому смотрите, кому интересно. Обязательно примыкание рельефной плитки гладкой, облицовка идет гладкой плиткой, потом подходим рельефной, тогда можно получить красивое и корректное примыкание. Также у нас есть теплый пол. С подсветкой очень удобно. Здесь у нас видим два выключателя. Один выключатель у нас на подсветку зеркала, второй выключатель на вентиляторов. И давайте посмотрим, как он шумит. Вентилятор очень тихий, потому что у нас здесь его нет. Вентилятор у нас расположен один канальный в туалете, потом дальше на туалете, обзоре туалете я расскажу и покажу, как это работает. Двери Halis Alicante B серии. Современная классика, очень красивые, плотные двери, массивные. Ручечки тупаевские, красивенькие, приятные. Очень балдею от них. Итак, наконец, зеркало. Что это за зверь? Смотрите, у нас есть подсветка. Корпус зеркала заканчивается вот здесь. То есть он имеет толщину, в данном случае 2,5 см еще от зеркала в глубину. Плитку облицовываем, заходя под зеркало на 3 см. И там остается ниша на толщину плитки
И еще дополнительно, если позволяет штукатурка, углубиться в штукатурку. Тем самым мы корпус топим туда в штукатурку. Зеркало не клеится, оно вешается на крючки и оно обслуживаемое. То есть, соответственно, можно снять. Единственное, подклеиваются уголочки, чтобы оно не болталось. И мы получаем крутое свечение полоски, то есть видимо, то есть зеркало навесное. 4 мм здесь у нас толщина самого стекла. Стекло осветленное, во-первых, оно светится, кромка освещает плитку и ничего не торчит. Обалденно, супер решение, поэтому рекомендую. Здесь у нас стекло вплотную. И все по контуру светится. Потолок натяжной. В ванной комнате я не заморачиваюсь никогда на свету, потому что в ванной комнате помещение маленькое, вы никогда не будете там в потолок смотреть. Лучше сделать максимально приятный свет. В данном случае используем GX53 светильники, максимально простые, они дают хороший свет. И, как видим, расположены ромбиком. Благодаря почему? Потому что у нас есть тропический душ. Если мы расположим симметрично 4 штуки, у нас будет отбрасывать тень тропический душ. Итак, туалет. Кажущаяся простота, но здесь куча нужно элементов предусмотреть. Первое. Глубина туалета. На какой глубине устанавливать инсталляцию? Так как у нас туалет же, так же как и ванна, 185 сантиметров, мы устанавливаем обычно от двери 1,20 м до плитки на инсталляции. Это минимальная глубина, которая позволяет комфортно находиться и остается еще достаточно места до двери. Но при этом это нам позволяет реализовать здесь достаточно места для коммуникации и хранения. Также у нас вмещается здесь водонагреватель, очень интересный электролюкс горизонтального положения, то есть, соответственно, минимум места занимает. Здесь у нас его управление. При монтаже водонагревателя обязательно предусматривайте слив комфортный. В данном случае, как видим, идет выход горячей воды, здесь подача холодной воды и здесь, как видим, уходит еще полив. Эта труба идет уже в канализацию. После использования, так как в квартирах он не часто используется, мы открываем чуть-чуть подачу воздуха и мы получаем плавный слив воды из бойлера. Никаких шлангов нам не нужно. Далее слилось, перекрыли, эксплуатируем свободно дальше. Как видим, здесь у нас решетка. Что делает решетка? Над водонагревателем у нас расположен канальный вентилятор, который идет в канал основной, который находится здесь. То есть здесь у нас отверстие, под потолком пропущен канал до вентилятора, установлен вентилятор и сделан тройник в ванну и в туалет. Соответственно, у нас один вентилятор, проходной выключатель, то есть у нас включается как здесь, так и в ванной. Он в шкафу, он тихий и красивый. Здесь расположены счетчики, полка съемная, открываем, здесь можно посмотреть показания и обслужить через этот лючок. Также можно без проблем разобрать этот элемент и добраться до коммуникаций. Здесь у нас, как видим, отопление и два фильтра. Здесь очень важный момент, так как многие плиточники, не зная нюансов по мебели и дальнейшей работы, просто пришли облицевать, они делают облицовку вровень вот с этой плиткой, то есть и обрезают вот здесь плиточку. Что это дает? Так как фасады у нас 20 мм и, как видим, здесь никакой планки нету, при открывании у вас будет здесь дырка, поэтому обязательно заводим плитку, которая на стене, глубже, минимум на 2 см, а лучше на 10, чтобы смонтировать вот эту планку. Что это за решетка? Это мебельная решетка. Продается в мебельной фурнитуре. Есть разного цвета. Черные, белые, серые. Просто в металле. Поэтому можно любую подобрать. Есть разного размера и ширины. То есть без проблем подобрать под стиль и размер вашего туалета. Обязательно в маленький санузлах устанавливаем инсталляцию. У нас это комфортно для уборки. Меньше занимает места и практично. В данном случае инсталляция Ideal Standard и унитаз Ideal Standard. Ideal Standard Aqua Blade. Очень крутой унитаз. Установил даже себе домой. У него идет омывание по всему контуру чаши.
смывает очень быстро, даже можно маленьким смывом, половина маленьким смыва смыть все что угодно. То есть поэтому даже большим можно не пользоваться. Очень экономичен, это раз по воде, и очень классно омывает чашу без проблем. Очень важный аспект при выборе унитаза — съемная крышка, так как мыть крышку, которая постоянно зафиксирована, очень тяжело, особенно после детей и мужчин. Вот, то есть в данном случае у нас кнопочки, нажали, крышку сняли без проблем, помыли. И еще важный момент, крышка Slim, то есть видим, нету здесь никаких заворотов, она максимально минимальная, то есть просто убирается и проблем в эксплуатации вообще нет. То есть видим, никаких поворотов, ничего, она плоская. Это удобно для хозяйки. Пользуйтесь. И модный тип облицовки. У нас идет облицовка плитки и идет на инсталляцию. Симпатично смотрится. Фасады белые в данном случае. Возможно, даже бы серые здесь лучше смотрелись. Ни в коем случае не делаем по дереву. Будет смотреться топорно, так как рисунок дерева вы не подберете под плитку точно. И будет не очень смотреться это. Поэтому лучше серые, либо белые. Потолок натяжной. 2 светильника GX. 2 светильника здесь нормально.